Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Уже не за горами новогодние праздники, и самое время готовить штолен – традиционную немецкую рождественскую выпечку. Штолен не просто кекс, это неповторимый насыщенный вкус и аромат праздника. Особенность этого плотного кекса в том, что его выпекают за несколько недель до Рождества, чтобы он успел настояться и как следует созреть. Ну что ж, давайте готовить. В этом кексе большое количество изюма и цукатов. Их заранее необходимо подготовить и замочить в роме. У меня 150 граммов апельсиновых и лимонных цукатов. Ссылочку на видеорецепт оставлю в описании. По 50 граммов вяленой черешни и вишни. Я готовила их летом, но правда видео такое не снимала. 150 граммов изюма разных сортов, 50 граммов кураги. И буквально в предыдущем видео мы с вами готовили тыквенные цукаты, а также из лимона, апельсиновой цедры и кусочков имбиря. Их тоже понадобится по 50 граммов. В общей сложности у меня на тарелке 550 граммов изюма и цукатов. Цукаты необходимо нарезать до размера изюма, не крупнее. Их можно измельчить с помощью кухонного комбайна, ножа или ножниц. Складываем их в емкость, в которой будем замачивать. Изюм необходимо предварительно залить кипятком на пару минут, а затем обсушить. Вместо вишни и черешни можно использовать вяленую клюкву. Остается нарезать цукаты из апельсиновых и лимонных корочек. Если у вас нет таких цукатов, используйте хотя бы цедру лимона и апельсина. Подготовленные сухофрукты заливаем ромом и перемешиваем. Я взяла 100 граммов светлого пряного рома, что сделает это лакомство по-настоящему богатым и праздничным. Но можно взять и больше. В принципе, ром можно заменить на другой ароматный алкоголь или в крайнем случае на апельсиновый сок. Но оригинальный штолен готовится именно с ромом. Накрываем емкость крышкой и убираем в прохладное место для пропитки от нескольких часов до недели. Кроме этого подготовим орехи. У меня 150 граммов миндаля и по 100 граммов кешью, фундука и буквально 25 граммов фисташек. Миндаль можно не очищать, а просто порубить на крупные кусочки. Но мне больше нравится очищенный орех. Заливаем его крутым кипятком и оставляем на 10 минут. Как только кожица хорошо набухнет, приступаем к очистке. Выкладываем его на противень в один слой. И туда же отправляем другие орехи. Фисташки я не буду подсушивать. Ставим противень в духовку, разогретую до 160 градусов, и подсушиваем в течение 10-12 минут до слегка карамельного цвета и появления орехового аромата. Кешью был готов уже через 5 минут, а миндаль и фундук надо подсушить еще 5-7 минут. Если будете использовать грецкие орехи, их также необходимо поджарить в духовке или на сухой сковороде и, как с фундука, постараться снять кожицу. Орехи можно и вовсе не измельчать или крупно порезать ножом, а еще воспользоваться блендером или кухонным комбайном и короткими импульсами слегка порубить, но не в мелкую крошку. Добавляем к ним фисташки, и ореховая смесь готова. Далее займемся приготовлением опары. В миску наливаем 160 граммов теплого молока, всыпаем 70 граммов сахара, 25 граммов сухих или 75 граммов прессованных дрожжей, несколько ложек муки из общего количества и замешиваем жидкое тесто. Сверху присыпаем опару мукой и отправляем на активацию дрожжей в любое теплое место примерно на 20 минут до увеличения в объеме. Как только на поверхности опары появятся трещины, значит дрожжи свежие, активные и можно замешивать тесто. Тем временем подготовим сухие ингредиенты. Я буду тесто замешивать в планетарном миксере, поэтому сразу в дежу высыпаем 540 граммов заранее просеянной муки высшего сорта и 200 граммов миндальной муки. Добавляем в чашу чайную ложку соли, это 6 граммов, и пряности, 1 чайную ложку корицы, по пол чайной ложки сушеного имбиря и кардамона, 1/3 чайной ложки мускатного ореха и по щепотке измельченной гвоздики и бадьяна. Сухую смесь хорошо перемешиваем, делаем в ней углубление и как только опара подойдет, отправляем ее в чашу миксера.
Туда же вбиваем одно яйцо и добавляем 250 граммов очень мягкого, но не растопленного сливочного масла. Замешиваем тесто на малых оборотах до однородности. В тесто всыпаем ореховую смесь и замоченные в роме цукаты. У меня сухофрукты простояли одни сутки в холодильнике, и весь ром полностью в них впитался. Вмешиваем эту ароматную начинку в довольно плотное, тяжелое маслянистое тесто. Как только продукты объединились, выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой. Еще слегка подмешиваем. Округляем. Выкладываем в миску. Накрываем ее пленкой. И отправляем на подъем в теплое место на 2 часа. Как всегда, для этих целей я использую духовку с включенной лампочкой. Несмотря на то, что это дрожжевая выпечка, сильного увеличения в объеме не ждите, поскольку это тесто тяжелое и отличается от привычного дрожжевого. Как только оно подойдет, выкладываем его на присыпанный мукой стол. Делим на 2 или 3 равные части. И формуем плотный рулет. При помощи скалки примерно по центру делаем продольное углубление и придаем форму штоллена, накрывая одну часть на другую, как конверт. Если есть, вовнутрь можно положить марципановую массу. Для этого из марципана делают колбаску по длине рулета диаметром примерно 3 сантиметра. Подготовленные штоллины выкладываем на расстоянии друг от друга на противень, застеленный бумагой или ковриком для выпечки. Накрываем пленкой или кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на расстойку на 1 час. Напомню, что в духовке сейчас просто включена лампочка. Затем разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем на 2 или 3 снизу уровне на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение 50-60 минут. Штоллины должны еще немного подрасти и хорошо подрумяниться. Но если чувствуете, что верх подгорает, накройте их фольгой. А если низ, поднимите противень повыше. У меня штоллины выпекались 55 минут. Достаем готовые кексы из духовки. И пока они очень горячие, обильно промазываем их топленым сливочным маслом. Сразу же щедро посыпаем сахарной пудрой. От тепла пудра начнет немного таять, но мы продолжаем посыпать до тех пор, пока вся поверхность кекса не станет стабильно снежно-белой. Именно так делается известная штоллинская снежная корочка. Даем штоллинам остыть, заворачиваем их сначала в пергамент, а затем в фольгу и отправляем на созревание в любое прохладное место, но не в холодильник, минимум на 2 недели, а то и дольше. Это может быть неотапливаемая кладовка, веранда, застекленный балкон или лоджия, а то и просто на холодный подоконник поближе к окну.
Штолен своей формой и белым цветом символизирует завернутого в пеленки Христа-младенца, а разноцветные цукаты, изюм и орехи – подарки, привозимые волхвами. Все самое вкусное, ценное и дорогое. Миндальная мука, сливочное масло, букет пряностей, обилие пропитанных ромом изюма и цукатов, а также щедрая порция обжаренных орехов придают этой рождественской выпечке бесподобный вкус и аромат праздника. Чтобы показать вам, каким получается кекс, я разрезала его уже на следующий день, но особенность его в том, что лишь через несколько недель после выпечки он раскрывает свой неповторимый вкус и аромат. Именно поэтому их выпекают заранее, иногда за месяц до Рождества, а вообще штолины могут храниться в прохладном месте 2, а то и 3 месяца. Перед подачей на стол еще раз посыпаем штолен с сахарной пудрой. То же самое необходимо сделать, если планируете завернуть его в красивую праздничную упаковку и вручить в качестве подарка родным и близким. Готовьте с любовью, дарите с удовольствием и наслаждайтесь каждым кусочком. Желаю всем приятного аппетита и вкусных праздников! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Готовьте вместе со мной, оставляйте свои отзывы и делитесь этим видео с друзьями. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Для тех, кто не знает, на канале есть плейлист «Рецепты на праздничный стол». Обязательно посмотрите, там столько всего интересного. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина и канал «Коллекция рецептов».